Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот красивые слитки. Слитки вяжутся очень просто, форма слитков очень удобная, на ножки сидят идеально. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella Gold Classic. Метраж в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Слитки очень удобные, подошва абсолютно бесшовная, шов только идет вот по пяточке. Давайте разберемся с принципом вязания данных слитков. Данная модель слитков состоит из такой вот заготовки. Изначально я вывязывала резиночку и сразу начинала вывязывать вот эту вот широкую дорожку, имитацию косы. Вот резиночка вместе с широкой нашей дорожкой примерно 6 сантиметров. Далее я начала делать прибавление петель. И если посмотреть на наши заготовки, вот у нас добавились, хорошо видно, одна дорожка из 2 лицевых петель, вторая дорожка из 2 изнаночных петель, третья дорожка из 2 лицевых петель. И также с этой стороны у нас добавились дорожки. Петли, которые добавлялись в мыске, вот мы видим, это у нас начало прибавления петель, и дальше у нас платочные дорожки расширяются. Получается, мы добавляли петли как в резиночке, так и в мыске. После того, как мы с вами добавили все петли, далее мы с вами продолжили вязать только один мысок, без каких-либо прибавок. Боковые петли мы с вами не вязали. Потом мы с вами убавили наш мысочек, чтобы он на пальчике получился уже. И начали вывязывать подъем нашего слитка. Далее будет вязаться цельно вязаная подошва и сделается один шов по пяточке. Данные слитки я вязала на размер ножки 37-38. В данном видео вы сможете легко связать слитки на любой размер ножки. Резиночку, количество петель, подъем и подошву для всех размеров взрослых слитков вы вяжете одинаково. Регулируете только прибавки и мысок. В процессе вязания вы данную заготовочку примеряете на ногу и смотрите, хороша она для вас или вам нужно провязать немного побольше, нежели я вяжу. Так как плотность у всех разная и ниточки тоже бывают разные, ориентироваться надо не на мои расчеты, а примерять каждый раз заготовочку на ножку и смотреть. В видео я вам все показываю и рассказываю. Внимательно смотрите. Надеюсь, все для вас будет понятно. Предлагаю данную модельку связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу 48 петель. Набираю на 2 спицы, чтобы край наш был более эластичен. Первая петля кромочная на протяжении всего вязания будет сниматься, не провязывая. Далее вяжем 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее 1 лицевая, далее 6 изнаночных. Одна лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. В конце 1 лицевая и кромочная на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Мы с вами распределили все петли, как у нас должна идти наша резиночка. Теперь
2 ряда, 1 лицевой, 2 изнаночный вы свяжете по рисунку. Как петли наши расположены, так вы и вяжете. Встретимся, когда провяжете 2 ряда самостоятельно. Теперь смотрите, каким образом мы будем вязать далее. Резиночку мы будем вязать неизменно. Как мы вязали, так по рисунку она у нас и идет. Менять только будем, смотрите, у нас имитация косы идет посерединке. И именно вот в этой косичке мы будем делать перекрещивание петель. Мы вот так вот вяжем до наших прибавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вот вяжу 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Как петли расположены, так мы и вяжем. Вяжем до широкой части, где идут 6 лицевых петель. Вот мы довязали до 6 лицевых петель, и теперь смотрите, каким образом мы будем вязать. С изнаночной стороны провязываем не первую петлю, а вторую лицевой петлей, вот таким вот образом. Вторую петлю мы лицевой вот провязали. А первую петлю подхватываем снизу вверх спицей и просто снимаем. Далее вяжем 4 лицевые петли. Далее по рисунку 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом мы довязываем наше полотно до конца. 5-й ряд по изнаночной стороне идет. Первую кромочную петлю мы снимаем и далее вяжем по рисунку 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так мы вяжем по рисунку, где мы делали перекрещивание петель. Вот у нас широкая наша часть идет из 6 изнаночных петель. Мы вяжем 4 изнаночные. А в этом вот месте мы с вами делали перекрещивание. Вяжем таким же образом, как и все остальные петли, которую мы снимали петлю изнаночную и которую провязывали также изнаночная. Получилось, все петли мы без изменения по изнаночной стороне вяжем изнаночными. Далее по рисунку довязываем все петли до конца нашего ряда. 6-й ряд, первую петлю мы снимаем, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. До нашей широкой части, где мы делаем имитацию косы. Мы в первом с вами случае меняли местами первую и вторую петлю, а сейчас мы будем с вами менять вторую и третью петлю и так далее. Первая петля у нас просто идет лицевая. С изнаночной стороны третью петлю провязываем лицевой. А вторую петлю снимаем, не провязывая, рабочая спица вводится в петлю снизу вверх. Далее все петли вяжем по рисунку. Как они расположены, так мы и вяжем. Далее довязывайте этот ряд до конца самостоятельно. Следующий изнаночный ряд также вяжется самостоятельно. Как мы помним, в этой нашей широкой части вяжем все петли изнаночными. И петлю, которую мы снимали, и петлю, которую мы провязывали, будут у нас 6 изнаночных петель. Встретимся в 8-м лицевом ряду. Я провязала 7-й ряд. Далее вяжем 8-й лицевой ряд. Первую петлю я снимаю и далее вяжем по рисунку. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вяжем самостоятельно до части, где мы будем перекрещивать петли. Вот мы довязали. В прошлом ряду мы с вами меняли местами вторую и третью петлю. В этом ряду мы будем менять местами третью и четвертую петлю. Значит, первые 2 петли мы провязываем лицевыми. Теперь вот четвертую петлю вяжем лицевой.
А третью петлю просто снимаем. Вводим спицу снизу вверх и просто снимаем, не провязывая. Смотрите только внимательно, чтобы у вас сохранились ваши 48 петель. Далее все петли вяжете по рисунку, довязываете 8 ряд лицевой до конца ряда. Далее 9 ряд вяжете по рисунку самостоятельно. Встретимся в 10 лицевом ряду. Далее у нас идет 10 лицевой ряд, вяжем. Первую петлю я снимаю, не провязывая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее до широкой дорожки вяжем. Мы довязали до нашей широкой дорожки. В прошлом ряду мы с вами перекрещивали 3-ю и 4-ю петлю. Значит, в этом ряду мы будем перекрещивать 4-ю и 5-ю петлю. 3 петли я провязываю лицевыми. Далее вот 5-ю петлю за заднюю стеночку провязываю лицевой. А 4-ю снимаю, не провязывая спицу, ввожу в петлю снизу вверх. И последнюю 6-ю петлю вяжу лицевой. Далее довязываем ряд по рисунку до конца. И следующий изнаночный ряд вы вяжете также по рисунку. Петлю, которую мы снимали, не провязывая, вяжете изнаночной петлей. Получается 10 ряд. Вы довязываете, 11 ряд будет изнаночный. Встретимся в 12 ряду. Приступаем к 12 ряду. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее по рисунку 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. Мы с вами довязали до широкой нашей дорожки. Получается, в прошлом ряду мы с вами перекрещивали 4-ю и 5-ю петлю. В этом ряду мы, значит, будем перекрещивать 5-ю и 6-ю петлю. 4 петли вяжем лицевыми. С изнанки 6-ю петлю провязываем лицевой. 5-ю петлю снимаем, не провязывая. И далее довязываем ряд самостоятельно по рисунку. Получается, довязываем 12 ряд, 13 ряд вяжете также самостоятельно все петли по рисунку. Петлю, которую мы снимали, вяжем изнаночной. Мы с вами вывязали 13 рядов. Первые 3 ряда у нас шли установочные. Раппорт начинался с 4 по 13 ряд. Получается, всего 10 рядов у нас раппорт состоит вот этой вот косички. Далее повторяем с 4 по 13 ряд. В том месте, где мы начинали, сразу перекрещивать 1-ю и 2-ю петлю и так далее. Получается 14 ряд. Первую петлю мы снимаем, далее вот 1 изнаночная и так далее до широкой нашей полосы. Получается, в этом ряду мы будем начинать 2-й раппорт. Перекрещиваем, значит, с вами 1-ю и 2-ю петлю. 2-ю петлю провязываем лицевой за заднюю стеночку. 1-ю петлю снимаем, не провязывая. И далее вяжем все петли по рисунку, как расположены они, так мы вяжем. Далее вяжете 15 ряд самостоятельно по изнаночной стороне. 16 ряд также вяжем самостоятельно. В 16 ряду мы с вами в этой вот широкой дорожке будем перекрещивать уже 2-ю и 3-ю петлю. И 17 ряд вяжем также по изнаночной стороне. Встретимся, когда провяжем 3 ряда. Я вывязала 3 ряда, и смотрите, вот наша резиночка примерно 6 сантиметров должна получиться. После этого, когда мы с вами связали данную резиночку, мы с вами начинаем вывязывать наши прибавки. Получается, если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту часть. И далее будем делать прибавки на протяжении 14 рядов. В каждом лицевом ряду мы с вами добавим 4 петли. Всего у нас с вами добавится на протяжении всех прибавок 28 петель.
Наша широкая полоска, вот имитация косы, она у нас до самого низа будет продолжаться неизменно. Петли, которые добавляются вот по бокам от широкой нашей дорожки, мы их вяжем платочными дорожками, как с одной, так и со второй стороны, и видите, они у нас потихонечку увеличиваются. Петли, которые мы будем добавлять в резинке, у нас появляются новые полосы. С одной стороны и со второй стороны также. Вот смотрите, вот эти вот две полосы, одна и вторая. Я сохраняла, они у нас как раз будут разделять наш рисунок. Мысок от боковых частей. Получается, прибавки мы будем делать с двух сторон наших вот этих вот дорожек. Еще нам здесь понадобятся маркеры. Маркерами мы будем отделять вот эти вот дорожки из двух лицевых петель с одной и со второй стороны. Также можно отделить вот эту вот широкую дорожку, чтобы мы с вами не запутались, какие петли, как мы будем вязать. Первый ряд прибавок. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 1 изнаночная, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Вот полоса из 2 лицевых петель, которая находится сразу перед широкой нашей полосой, мы будем выделять маркерами, и с 2 сторон мы будем добавлять петли. Добавляем петлю, вот обвиваем наш пальчик и набрасываем петлю на спицу. Вот таким вот образом. Далее вешаем первый наш маркер. Вяжем 2 лицевые петли. Вешаем второй наш маркер. Получается, мы выделили дорожку из 2 лицевых петель. Сразу после этой дорожки мы добавляем вторую петлю. Обвиваем пальчик и набрасываем петлю на спицу. Далее вот изнаночной петли у нас уже больше не будет. Мы эту изнаночную петлю введем в платочной дорожке. Мы ее будем вязать постоянно лицевой. Далее отделим вот эту широкую полосу. И не забываем делать перекрещивание петель. В прошлый раз мы перекрещивали с вами вторую и третью петлю. Значит, этот раз мы будем с вами перекрещивать третью и четвертую петлю. 2 петли я вяжу лицевыми. Четвертую с изнанки подхватываю и вяжу лицевой. Третью снимаю, не провязывая. Далее 2 лицевые. Вешаю со второй стороны 4 наш маркер. Вот эта изнаночная петля у нас будет входить в платочные дорожки. Мы вяжем ее постоянно лицевой, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Далее перед дорожкой из 2 лицевых петель мы добавляем 1 петлю, обвиваем пальчик и набрасываем петлю на спицу. Далее вешаем наш следующий маркер, получается это 5-й маркер, вяжем дорожку из 2 лицевых петель и вешаем 6-й наш маркер. После последнего маркера мы с вами также добавляем 1 петлю и все оставшиеся петли мы вяжем по рисунку. Получается, мы с вами выделили вот эту вот дорожку из 2 лицевых петель. С 2 сторон этой дорожки мы добавили по 1 петле. Далее выделили маркерами широкую нашу дорожку из 6 лицевых петель. И далее выделили маркерами дорожку из 2 лицевых петель. Мы с 2 сторон этой дорожки в каждом лицевом ряду будем делать прибавление петель. Второй изнаночный ряд. Первую петлю я снимаю и далее вяжу по рисунку, как петли расположены, так я и вяжу, не довязывая до первого маркера 1 петлю. Далее у нас перед маркером идет вот 1 добавленная петля.
И так как у нас по рисунку вот и шло 2 лицевые петли, далее у нас будет идти дорожка из 2 изнаночных петель. Мы вяжем эту петлю, значит, 1 изнаночной. Петли, которые находятся по бокам, с одной и со второй стороны, мы будем продолжать вязать рисунком 2 на 2. И петли, которые будут добавляться, у нас также будут входить в рисунок. Далее маркер первый перебрасываем, 2 изнаночные. Второй маркер. Петли, которые находятся с обеих сторон вот этой широкой полосы, будут вязаться как с лицевой, так и с изнаночной стороны лицевыми петлями. У нас после второго маркера до третьего мы вяжем всегда петли лицевыми. Третий маркер перебрасываем, и далее у нас идет широкая полоса. Мы ее вяжем 6 изнаночных. Петлю, которую мы не провязывали, также вяжем изнаночной. Следующий маркер, третий, перебрасываем. И сразу после широкой нашей полосы со второй стороны также вяжутся все петли лицевыми. Накиды также вяжутся все лицевыми скрещенными. Четвертый маркер. После четвертого маркера идет дорожка из 2 изнаночных петель. И пятый маркер. После пятого маркера вот у нас идет добавленная петля. И так как у нас по рисунку 2 лицевые петли, значит это будет изнаночный. Вяжем 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так далее до конца нашего ряда. Третий ряд прибавок. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу, как петли расположены, так мы и вяжем до первого маркера. Перед первым маркером делаем прибавку, набрасываем нить на палец и получаем одну вот добавленную петлю. Первый маркер перебрасываем, дорожку мы сохраняем, 2 лицевые вяжем. Второй маркер. После второго маркера сразу мы делаем второе прибавление петель. До третьего маркера вяжем все петли лицевыми. Третий маркер. Получается, в широкой дорожке мы вяжем 3 лицевые петли. Пятую петлю провязываю с изнаночной стороны лицевой. Четвертую снимаю не провязано. Шестую провязываю лицевой. Четвертый маркер. Далее все лицевые до следующего маркера. Перед пятым маркером я также добавляю 1 петлю. Пятый маркер. 2 лицевые. Шестой маркер. Добавляю 4 петлю. И далее все петли мы вяжем по рисунку. Четвертый изнаночный ряд, первую петлю я снимаю не провязывая, и далее вяжу по рисунку, не довязывая 1 петли до первого маркера. У нас вот перед первым маркером осталась 1 петля, и мы вот смотрим по рисунку, вот дорожка из 2 лицевых петель, далее должна дорожка идти из 2 изнаночных петель. 1 изнаночная петля у нас есть, значит это будет 2 изнаночная петля. Маркер перебрасываем, 2 изнаночные петли. Второй маркер. После второго маркера мы все петли вяжем лицевыми. Добавленные петли также вяжем лицевыми, только скрещенными. Третий маркер перебрасываем. Далее 6 изнаночных петель. Четвертый маркер. Все петли лицевыми. Добавленную петлю мы вяжем лицевой скрещенной. Пятый маркер, 2 изнаночные. Шестой маркер. А здесь смотрим по рисунку. Вот у нас идет дорожка из 2 лицевых петель. Далее должна дорожка идти из 2 изнаночных петель. Поэтому вот 2 петли мы вяжем изнаночными. Первая изнаночная. И вторая. Далее 2 лицевые
И так далее. До конца вяжем по рисунку. Таким образом я буду добавлять петли далее. Получается 4 ряда мы с вами провязали. Еще надо провязать 10 рядов. Всего у меня получится 14 рядов прибавок. Встретимся, когда провяжем самостоятельно и еще 10 рядов с прибавками. Получается, у нас в каждом лицевом ряду будет добавляться по 4 петли. Я вывязала 10 рядов самостоятельно, прибавляя в каждом лицевом ряду по 4 петли. И вот таким вот образом у меня на данный момент выглядит наша заготовка. У меня сейчас на спицах 76 петель. Получается 48 у нас было изначально, 28 петель мы с вами добавили. И вот смотрите, такие вот расширения в платочной дорожке у нас идут. Если посмотреть на резинку, у нас добавилась лицевая дорожка из 2 петель, изнаночная дорожка из 2 петель, также лицевая и 1 петля изнаночная. Также и с этой стороны. Данную заготовку уже можно примерять на ногу и регулировать размер. У меня есть манекен, я прикладываю. Наш следок хорошо должен сидеть на ножке, где вот идет подъем нашей ножки. У меня вот мой следок хорошо сидит, резинка вот растягивается. Далее здесь мы сошьем ее швом. Вы примеряете также на свою ногу, и если вам недостаточно нашей заготовки, довяжите еще пару рядов самостоятельно, прибавляя в каждом лицевом ряду по 4 петли. Если вам достаточно нашей заготовки, далее мы будем вывязывать мысок отдельно. Если посмотреть на готовом следке, мы вот вывязали вот эту вот всю часть. Далее нам надо с вами продолжить вязать мысок, и в самом конце по мыску мы сделаем с вами убавление петель. Мысок я буду вязать без прибавок, просто обычным ровным полотном. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее до первого маркера я вяжу все петли лицевыми, как изнаночные петли, так и лицевые. Я вяжу их все лицевыми. Только смотрите, лицевую петлю я вяжу за заднюю стенку, так как у меня правая стеночка лежит за спицей. Изнаночную петлю я вяжу за верхнюю правую стеночку. До первого маркера я довязала. Маркер можно убрать. Далее 2 лицевые петли. Следующий маркер я тоже убираю. Далее начинается наш мысок. 8 лицевых петель. Здесь смотрите, как вам удобно. Можно маркеры оставить. В последнем ряду мы с вами перекрещивали 4-ю и 5-ю петлю. Значит, в этом ряду мы будем перекрещивать 5-ю и 6-ю петлю. Вяжу 4 лицевые петли. Далее 6-ю петлю провязываю за заднюю стеночку лицевой петлей. 5-ю петлю снимаю, не провязывая. Маркер следующий перебрасываем, и далее вяжу лицевыми петлями 7 петель. 8-я петля, вот последняя перед маркером, вяжется изнаночной, так как она у нас будет кромочная. Маркер нам этот тоже уже не нужен. Переворачиваем вязание. И далее вяжем второй ряд по изнаночной стороне. Первая петля у нас будет идти как кромочная. Далее вяжем 7 лицевых петель. Маркер перебрасываем. Далее 6 изнаночных петель. Второй маркер перебрасываем. И далее 7 лицевых. 8-я петля у нас будет идти кромочная. Мы ее вяжем изнаночной. Получается, наш мысок состоит из 22 петель. Вот платочные дорожки, широкая дорожка,
И тоже платочные. Далее третий ряд, первую кромочную снимаем, дальше 7 лицевых петель. Первый маркер. Мы в прошлый раз с вами переплетали пятую и шестую петлю. Сейчас мы, значит, с вами будем переплетать первую и вторую петлю. Вторую петлю подхватываю с изнаночной стороны и провязываю лицевой. Первую петлю снимаю, не провязывая. И далее 4 лицевые петли. Маркер перебрасываем. Далее 7 лицевых петель. Восьмая последняя петля у нас идет как кромочная, мы ее вяжем изнаночной. Если вам неудобно на одних и тех же спицах вязать, можете взять чулочные спицы и мысочек вывязывать на чулочных спицах. 3 ряда мыска я провязала. Далее я буду вязать самостоятельно еще 13 рядов мыска. Следующий ряд у нас будет идти изнаночный. Это будет 4-й ряд. И так далее. Не забываем в нашей широкой дорожке переплетать поочередно петли. Встретимся, когда провяжем самостоятельно 13 рядов. Я вывязала мой мысок. Получилось, после того, когда мы начали вязать отдельно мысок, я провязала всего 16 рядов. Если посчитать по платочным дорожкам, у меня получилось 8 платочных дорожек. Сначала вы регулируете наши прибавки, а затем вы размер ножки регулируете далее нашим мыском. Смотрите, мне мыском осталось закрыть только пальчики. Как раз это будет то расстояние, когда мы будем с вами убавлять петли мыска. Приступаем к вывязыванию убавления петель на мыске. Первая петля у нас снимается не провязывая, так как она у нас кромочная. Далее 2 следующие петли я провяжу вместе за правую верхнюю стеночку одной лицевой петлей. Следующие 2 петли я также провяжу вместе одной лицевой петлей. Мы с вами убавили уже 2 петли. Далее вяжу 3 лицевые. Маркер перебрасываю. В широкой дорожке вяжу 3 лицевые. Пятую петлю провязываю лицевой за заднюю стеночку, 4-ю просто снимаю, не провязывая, 6-ю вяжу лицевой. Маркер перебрасываю, 3 лицевые, 2 петли вместе за правую верхнюю стеночку. Следующие 2 петли также я вяжу вместе за правую верхнюю стеночку. Последняя петля у нас кромочная. Мы в данном ряду убавили 4 петли. Второй изнаночный ряд. Первую петлю я снимаю. Далее до первого маркера вяжем все петли лицевыми. Маркер, 6 изнаночных. Маркер второй. Далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная. Третий ряд. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 2 вместе одной лицевой петлей. Следующие 2 петли также буду вязать вместе одной лицевой. Далее 1 лицевая, маркер. Получается, в широкой нашей дорожке вяжу 4 лицевые петли. Шестую петлю провязываю за заднюю стеночку лицевой петлей. Пятую снимаю, не провязывая. Маркер. 1 лицевая, следующие 2 петли вместе вяжу одной лицевой. И далее еще 2 петли вместе одной лицевой. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. 4-й ряд. Кромочную первую петлю я снимаю, далее 3 лицевые петли до первого маркера. Маркер перебрасываю, далее 6 изнаночных петель. Маркер второй перебрасываю, далее 3 лицевые и кромочная.
5 ряд, кромочную петлю я снимаю, далее 2 петли вместе, одной лицевой вяжу, следующую петлю лицевой, маркер. В прошлом ряду мы с вами перекрещивали в широкой нашей дорожке 5 и 6 петлю, значит в этом ряду мы перекрещиваем 1 и 2 петлю. Вторую петлю провязываю лицевой за заднюю стеночку, первую петлю просто снимаю. И далее 4 лицевые петли. Маркер перебрасываю. 1 лицевая, следующие 2 петли я вяжу вместе одной лицевой. И последняя кромочная. Мы с вами убавили необходимые петли в мыске. У нас сейчас на спице находится 12 петель. После того, как мы с вами провязали 5 ряд убавок, 6 изнаночный ряд мы уже с вами не будем вязать. И теперь берем заготовочку. Я мерю на манекен, вы мерите на свою ножку. И вот в растянутом состоянии мысок наш хорошо закрывает пальчики манекена. Далее получается количество платочных дорожек, которые мы провязали в мыске после прибавления петель, равно количеству поднятых петель, которые мы будем поднимать по контуру нашей заготовки. Получается, если вам мысок ваш маловат на ножку, тогда вы вяжете такой длины, которая вас устроит для вашего размера ноги. Далее я с этой стороны подниму петли. Получается, из каждой кромочной петли у нас получится одна поднятая петля. Можете ориентироваться на платочные дорожки. Можете поднимать петли крючком, можете спицей. Я буду поднимать спицей. Вводите спицу в кромочную первую петлю сверху вниз. Подхватываете нашу рабочую ниточку, и вот получается одна поднятая петля. Также вы поднимаете все петли далее. Поднимаем петли за 2 дужки кромочной петли. Вот таким вот образом я подняла все петли. Далее я буду провязывать петли вот с этой боковой частью, также все лицевыми. Маркеры по ходу вязания вы все снимаете, они нам больше не нужны. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Переворачиваем наше вязание и вяжем второй изнаночный ряд. Получается, все петли, которые находятся у меня на спице, это вот боковые петли, которые мы подняли по мыску, и петли самого нашего мыска. Мы все вяжем лицевыми. Первую петлю я снимаю, не провязывая, и далее я все петли вяжу лицевыми. После того, как вот все петли провязаны со спицы, мы теперь таким же образом, как мы поднимали с этого края, теперь надо поднять петли с этого края. У вас должно быть количество петель равное, которое вы будете поднимать, что с одного края, что и со второго. Когда мы поднимали петли по вот этому краю, у нас кромочная косичка ушла на изнаночную сторону. Также мы должны сделать и с этого края. Ввожу спицу снизу вверх в кромочную петлю и подхватываю рабочую нить. В следующую ввожу спицу за 2 дужки кромочной петли и подхватываю рабочую нить. И также мы поднимаем все петли, которые у нас по мыску. Я буду поднимать 10 петель, так же как я поднимала со второго края. И у нас вот смотрите, кромочная косичка также уходит на изнаночную сторону. Петли все подняты, вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание. Если вы вяжете на круговых спицах так же, как и я, и в некоторых местах вам неудобно вязать, делаете вот такую вот петельку и провязываем далее. Получается, далее мы вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля будет провязываться изнаночной. Мы с вами провязали 2 ряда и подняли все петли по мыску. Если посмотреть на готовом слитке, нам нужно провязать вот этот подъем. Наш подъем состоит из 5 платочных дорожек.
Одну платочную дорожку мы уже с вами провязали. Теперь нам надо провязать еще 4 платочные дорожки. Это 8 рядов лицевыми петлями. Все петли вяжем лицевыми, как с изнаночной, так и с лицевой стороны. Получается, самостоятельно мы вяжем по контуру 8 рядов лицевыми петлями. Встретимся, когда провяжем все 8 рядов. Я провязала 8 рядов самостоятельно, и у меня вот таким вот образом выглядит наша заготовочка. Кончик, который был в начале нашего вязания, я спрятала по изнаночной стороне самостоятельно. Далее нам осталось с вами вывязать подошву и сделать один шов. Если вы вязали такими же расчетами, как и я, у вас должно получиться 86 петель по контуру нашего вязания. На подошву я отдаю центральных 12 петель, и по краям у меня остается 37 петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу. Получается 36 лицевых петель. Если вместе с кромочной, получится 37 петель. Все петли вяжем лицевыми. 37 петель я провязала, далее начинаются петли нашей подошвы. Вяжем первая лицевая петля. Далее можете повешать маркер. И далее вяжем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11 петля. Между 11 и последней 12 петлей я вешаю второй наш маркер. И получается 12 последнюю петлю вместе с 13 я вяжу в каждом лицевом ряду одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее маркер, и до следующего маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой в каждом изнаночном ряду. Обратно переворачиваем вязание, первую петлю снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжу до второго маркера все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая наша сторона. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую петлю я снимаю, маркер, и далее до второго маркера я вяжу все петли лицевые. Второй маркер перебрасываю. И после второго маркера я вяжу сразу 2 петли вместе одной лицевой, так как это у нас изнаночная наша сторона. И далее вяжете самостоятельно. Получается, в каждом лицевом ряду сразу после второго нашего маркера мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной. В каждом изнаночном ряду сразу после второго нашего маркера мы вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Так мы убавляем петли, пока у нас с каждого края не останется по 5 петель. Я вывязала мою подошву, пока у меня с каждой стороны спицы не осталось по 5 петель. Вот с одной стороны и со второй стороны. Теперь вяжем далее подошву и убавляем петли в самой подошве. Первую кромочную петлю я снимаю, далее маркер перебрасываю и вяжу все петли лицевыми, не довязывая до маркера второго 2 петли. До маркера остается у нас 2 петли, я эти 2 петли вяжу одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю, и так как это у нас лицевая сторона, сразу после маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной. Переворачиваем наше вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее маркер первый. И далее я вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера.
У нас остается 2 петли до второго маркера, я их вяжу 2 вместе, одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Маркер второй перебрасываю, и так как это у нас изнаночная сторона, я 2 петли вместе вяжу одной лицевой петлей. И так вы вяжете далее. В каждом лицевом ряду вы перед маркером вяжете 2 петли вместе одной лицевой. Сразу после маркера второго вы 2 петли вместе вяжете одной изнаночной. В каждом изнаночном ряду вы перед вторым маркером вяжете 2 петли вместе одной лицевой петлей. Сразу после маркера 2 петли вместе одной также лицевой петлей. Так вы вяжете, пока у нас не убавятся все боковые петли. И вы заодно будете убавлять петли в самой подошве. Встретимся, когда останутся только петли подошвы. Боковых петель у нас не будет. У меня на спице осталось 3 петли, и это все 3 петли подошвы. Переносим нашу рабочую нить за работу. Первую петлю я снимаю, далее вот переношу рабочую ниточку за работу и обратно петлю возвращаем. У нас вот рабочая нить находится за работой. Теперь мы эти 3 петли должны провязать 3 вместе одной лицевой. Первую петлю я снимаю, далее 2 вяжу одной лицевой за правые верхние стеночки. И первую петлю набрасываю на вторую. У нас с вами получилась 1 петля. Далее нить надо отрезать такой длины, чтобы сшить вот этот вот шов. Далее кончик нити вдеваем вот в эту открытую петлю и затягиваем. У нас с вами получилась вот такая вот подошва, цельно вязаная, аккуратная, никаких швов, ничего нету. Далее берем иголочку с широким ушком и вдеваем нашу рабочую нить в иглу. И далее будем сшивать наше полотно. Вводим не за кромочную косичку, а сразу за ней идут дужки от платочной дорожки. Вводим иглу снизу вверх за вот эти дужки с одной стороны и также с другой стороны. Далее во вторую платочную дорожку вводим иглу снизу вверх за дужки от платочной дорожки с одной стороны и со второй стороны. И таким образом вы сшиваете далее. Мы сшили вот эту часть, где и шли наши платочные дорожки. И далее сшиваем резиночку таким же образом. Сразу за кромочной косичкой вот ищем дужки и вводим иглу снизу вверх с одной стороны. И так далее. За кромочной косичкой вот ищем сразу дужку от дорожки с другой стороны. И так далее. Сшиваем наш следок до самого конца. Только смотрите, чтобы шов шел равномерно. Далее, после того, как вы сошьете полностью весь шов, ниточку вы так подтяните, чтобы ничего не стягивало наше полотно. И далее ниточку нашу закрепляем по изнаночной стороне и прячем все кончики. После того, как мы сшили наш шовчик, такой вот красивый, аккуратный шов у нас с вами получился. Слитки очень красивые, аккуратные, сидят на ножке идеально. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.